Вы знаете, что в водоемах нашей планеты живут странные и жуткие существа? Известно ли вам, что многие из них попадаются на удочку рыбакам? Смотрите наше видео, и вы узнаете, какой улов можно получить совершенно неожиданно для себя. Готовы погрузиться в пучину темных вод и пугающих существ? Запасайтесь панкейками и поехали! Кто бы мог подумать, что в глубинах океана существует мир гигантов? 23 июля 2002 года ученым удалось получить подтверждение существования одного из самых таинственных морских чудовищ. Невероятный случай произошел у берегов острова Тасмания, что совсем рядом с Австралией. На берег выбросило гигантского кальмара. Чудище весило 250 килограммов, а длина его щупальцев была больше 15 метров. Только представьте себе эту громадину. Самое интересное, что до этого кальмары огромных размеров считались морской легендой. Однако спустя какое-то время они стали иногда попадаться местным рыбакам. Ученые до последнего не верили в том, что чудище длиной почти 20 метров существует на самом деле, пока не получили фотографии реального живого гигантского кальмара. Причем слово «гигантский» после это настоящее название, которое получили кальмары благодаря своим невероятным размерам. 2 года спустя, в 2004 году, ученые сами сделали снимки огромных суперкальмаров в океанских водах. Сегодня, когда тайна громадных моллюсков раскрыта, стали известны их точные размеры. Длина от конца плавников до кончиков ловчих щупалец гигантского кальмара у самцов и самок разная. Женские особи имеют длину примерно 13 метров, мужские поменьше – 10 метров. Без щупалец длина кальмара несколько скромнее и составляет около 5 метров. Смотрите далее, и вы узнаете, откуда в штате голливудских морских чудовищ появился новый монстр. Мегалодоны и гигантские кальмары-убийцы давно стали частью голливудского кинематографа и фильмов ужасов. А как насчет зубатки монстра? Только представьте себе огромную рыбину с такой же огромной зубастой пастью, которую обычный японский рыбак выловил во время рыбалки у острова Фукусима. Ее размеры были настолько невероятными, что ему ничего не оставалось, как только запечатлеть себя для истории с мега-зубаткой в руках. Обычно рыба достигает не более 1,5 метра в длину и весит максимум 35 килограммов. Но то, что поймал японский рыбак, оказалось самым настоящим мутантом. Длина ее тела от головы до кончика хвоста составила почти 2 метра. Соответственно, и вес оказался гораздо больше. Когда именно произошло это событие, история умалчивает. Но судя по тому, что японская общественность после увиденного на фотографии забеспокоилась, что столь нестандартные размеры зубатки могут быть последствиями радиационного фона с Фукусимы, улов случился в наше время. А радиация с АЭС оказалась совсем ни при чем, по словам ученых. Это просто очень большая рыба. Смотрите видео далее, и вы узнаете, что в Новую Зеландию стоит поехать не только ради красивой природы и хорошей экологии. То, что вы увидите, повергнет вас в шок. Штормы в Новой Зеландии – дело обычное. Этот остров находится как раз на стыке двух земных плит – австралийской и тихоокеанской. Отсюда постоянные извержения вулканов, штормы и даже цунами. И вот однажды, после завершения одного из этих природных катаклизмов, местная жительница обнаружила на берегу непонятное 10-метровое существо. Снимок, сделанный самой женщиной, поражает, ведь на нем настоящий монстр из морских глубин. Его голова с раскрытыми челюстями и острыми зубами выглядывает наполовину из песка, а большая часть тела просто-напросто отсутствует. Куда оно делось, неизвестно. Но вряд ли голова путешествовала по океану одна. Мнения о том, кто же на снимке, разошлись. Кто-то предположил, что это морской крокодил, кто-то принял зубастую громадину за гигантского угря. Нашлись и те, кто увидел в монстре дельфина и даже доисторического динозавра. В спор вмешался эксперт, занимающийся изучением морских млекопитающих, Департамента охраны природы Новой Зеландии. По его мнению, мы имеем дело не с крокодилом, угрем или динозавром, а обычной касаткой. Но и здесь необходимы дополнительные исследования, чтобы достоверно разобраться в том, кого же на самом деле занесло к новозеландским берегам попутным штормом. Смотрите далее, и вы узнаете, каких монстров таят в себе воды Тихого океана у берегов Южной Америки. Видели ли вы когда-нибудь желе серого цвета длиной 12 метров и весом 13 тонн? Если нет, то вам крупно повезло. А вот чилийским рыбакам этой неприятной встречи избежать, к сожалению, не удалось. Однажды на берегу Тихого океана они наткнулись на желеобразную громадину, которая к тому же источала сильнейший смрад.
Понять, кто перед ними, не удалось, так как уже туша уже вовсю разлагалась. Судя по всему, она пролежала под ярким чилийским солнцем не один день. Выяснить, чьи останки предстали перед взором рыбаков, могут ученые-океанологи с помощью ДНК-экспертизы. Однако провести исследование они не рискнули, а может и просто поздно узнали о находке. Поэтому на сегодняшний день их мнение о том, тушу какого морского животного вынесло на берег, разнятся. Выдвинуты 3 основные версии. Полуразложившиеся останки гигантского кальмара, вздувшегося кита или осьминога. Больше всего голосов набрала именно 3-я версия. Мы не будем с ними спорить и доверимся их мнению в этом вопросе. Смотрите далее в нашем видео, какие ужасные находки встретились рыбакам и обычным жителям американского штата Флорида. Вот уже, где загадка так загадка. В 2012 году один местный житель прогуливался по пляжу и обнаружил странный шар, который в итоге оказался... Чем бы вы думали? Ни за что не догадаетесь. Шар оказался глазом какого-то морского чудища. Как он попал на пляж, неизвестно. Как и кому он, собственно, принадлежал, тоже. Ученые умы прикидывали и так, и этак, провели огромное количество исследований и даже решили, что глаз потерял в битве гигантов огромный кальмар. Но версия оказалась ошибочной, а глаз так и остался тайной для науки. Флоридская земля богата на супермонстров. В разгар сезона рыбаки вышли в море, чтобы немного порыбачить у мыса Ки-Уэст. Каково же было их удивление, когда вместо обычной селедки к ним в сети попало настоящее чудовище, а точнее гоблин. Да-да, именно так называется одна из разновидностей акул. Мало того, что длина морского монстра была больше 5 метров, так еще и выглядел он так, словно приплыл к побережью Флориды прямиком из времен динозавров и прочих доисторических существ. Самое интересное, что рыбаки оказались правы. Ученые, которых тут же заинтересовала акула-гоблин, объяснили, что за последние 125 миллионов лет она особо не изменилась. И это несмотря на то, что этот вид морских монстров не так сильно изучен, как хотелось бы. Дело в том, что гоблины предпочитают уединение на больших глубинах и редко всплывают на поверхность. Как один из них попал в сети к рыбакам, тоже загадка. Возможно, ему просто захотелось заморить червячка, а сеть оказалась совершенно не кстати. Смотрите далее, и вы узнаете, что с голодным монстром шутки плохие, особенно если в еде он непривередлив. В научных кругах это морское чудище носит название «большая тигровая рыба» или «рыба-голиаф». Какое скромное имя, скажете вы? Абсолютно с вами согласны. Вроде бы ничего не должно настораживать. Тем более, что и на вид рыба вполне себе обычная. Однако здесь и кроется тайна, разгадать которую мы бы не советовали никому, потому что большая тигровая рыба – это никто иной, как самая кровожадная речная рыба. Предостережен, значит вооружен. Ибо есть известные случаи, когда эта рыба-голиаф пожирала даже людей и крокодилов. Представляете себе, какой же надо быть голодной, чтобы пообедать отнюдь не планктоном? Устроить охоту на тигровую рыбу считает за честь чуть ли не каждый уважающий себя рыбак. В один из дней известный телеведущий и эксперт по речным рыбам Джереми Уэйт решил устроить охоту на рыбу-голиаф. Целых 8 дней он гонялся за ней по реке Конго, не ведая ни сна, ни отдыха. Отвлечемся немного от темы и расскажем, что представляет из себя река Конго. Это 2-я по величине и глубине река в мире. У нее очень сильное течение, поэтому выжить в ней могут только такие монстры, как большая тигровая рыба. Ее не пугают скорости. В них она чувствует себя абсолютно комфортно, при этом пожирая все, что течением заносит ей в пасть. Так вот, на 8-е сутки Джереми Уэйду наконец-то повезло. И это все благодаря опыту, так как этот человек занимается рыбной ловлей с детства. Его добычей стала рыба-голиаф весом 70 килограммов и длиной 1,5 метра. Это же просто гигантский монстр в рыбьей чешуе. Вы только посмотрите на его зубы. Остается только восхититься опытом и бесстрашием этого человека. Смотрите далее, и вы узнаете, что за морским чудищем не стоит ходить за 3 моря. Его можно встретить и в родных широтах. В 2014 году рыболовецкий траулер из Севастополя, промышляя в родных водах, выловил чудо-юдо-рыбу. Нет, совсем не кита, а неизвестно кого. Встреча с чудищем, к сожалению, оказалась трагичной. Один из моряков погиб. И только чудом удалось избежать других потерь, ведь монстр был настолько агрессивен, что готов был растерзать всех, кто находился рядом с ним. Кровожадную рыбину было решено отправить на исследование к ихтиологам, чтобы они выяснили, кто это и зачем оказался там, где его быть не должно. Ученые пришли к выводу, что морское чудище могло быть акулой домовым, обитающей в Японском море. У монстра действительно есть внешнее сходство с этим вполне безобидным видом акул, так как питается она в основном рыбой и морепродуктами в виде кальмаров и осьминогов. Живет акула домовой в основном в теплых морях и океанах, причем чем теплее, тем лучше.
Как ее занесло, если это действительно была она, в не столь теплое Черное море, неизвестно. Возможно, это связано с глобальным потеплением. Также ученые выдвинули версию, что это мог оказаться и доисторический вид акулы, который вымер сотни тысяч лет назад. Но один экземпляр все-таки прорвался сквозь пространство и время. Кем бы хищник ни оказался, ученым так и не удалось понять, как он оказался в Черном море. Смотрите далее, и вы узнаете, как бутерброд с тунцом может оказаться не по зубам. Многие жители современного цивилизованного мира вряд ли знают, как выглядит тунец, ведь они привыкли видеть его исключительно в консервных банках, плавающего в масле или в собственном соку. И хотя на прилавках рыбных магазинов также можно встретить особей семейства тунцовых, вряд ли вы найдете там рыбу длиной больше полуметра. И тем удивительнее тот факт, что, оказывается, больше 100 лет у берегов Новой Шотландии водились тунцы гигантских размеров. В 1913 году новошотландский рыбак по имени Джейки Эль Росс решил порыбачить недалеко от дома. Привычно закинув удочку, он терпеливо ждал, когда на наживку клюнет какая-нибудь салака или морской окунь. И уж кого он не ожидал увидеть на крючке, так это громадного тунца весом целых 308 килограммов. Вы думаете, мистер Росс растерялся? Конечно, нет. 2-3 ловких приема. И ужин из тунца был не только у рыбака, но и у всей рыбацкой деревни. Вот что значит. Повезло так повезло. Кстати, выловить гиганта мужчина смог исключительно с помощью удочки. Как ему это удалось, мы уже, к сожалению, никогда не узнаем. Кстати, по нынешним меркам, это был не такой уж и большой тунец. Эволюция не стоит на месте, а сегодня в мировых морях и океанах водятся особи поистине исполинских размеров. Например, синеперый обыкновенный тунец. Этот, не побоимся этого слова, малыш в длину вырастает на 4-4,5 метра и весит при этом ни много ни мало аж 600 с лишним килограммов. Конечно, на месте Джейки Эль Росса хотел бы оказаться любой уважающий себя моряк и выловить рыбку покрупнее. Но тут уж как повезет. Смотрите далее, а вы узнаете, что у селедки есть свой король, и он поистине огромный. Сельдяной король или ремень-рыба – существо, крайне редко встречающееся в морских широтах. Вид у него, конечно, не из приятных, но вы можете точно не опасаться за свою жизнь, если вдруг совершенно случайно встретите его во время морской рыбалки где-нибудь у берегов Калифорнии. Сельдяной король, по мнению бывалых рыбаков, питается мелким планктоном, а мясо его совсем невкусное. Так что не спешите его ловить с целью приготовить на обед, разве что сфотографироваться и отпустить восвояси, как это сделали американские моряки. Во время учений морские котики США увидели длиннющую рыбину. Дело было недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. Удержаться и не выловить чудовище, а затем и не сфотографироваться с ним, моряки позволить себе не смогли. Тем более, что размеры рыбы оказались просто невероятными. Она весила аж 136 килограммов, а длина составила целых 700 сантиметров. Самая длинная особь, известная ученым, составляет 11 метров и весит 272 килограмма. Конечно, пойманный американскими моряками сельдяный король был далек от современного гиганта, но сам факт встречи с ним уже грандиозное событие. Рыба-ремень внесена в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная рыба в мире. Опоясать таким ремнем, как оказалось, можно весь личный состав. Что моряки и сделали, а потом сфотографировались на память. В океанских глубинах встречаются невероятные животные. Ученым предстоит совершить огромную работу по их изучению. И, возможно, когда-нибудь мы узнаем, кто же были эти гигантские монстры на самом деле и с чем связаны их нетипичные размеры. А на сегодня все. До скорой встречи и новых удивительных историй. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании.